Слышно, видно, пожалуйста. А, Во-первых, хочу приветствовать всех участников. Глубокий поклон и мое глубокое уважение всем видным деятелям духовенства и общественности. Я, как поэт, хотела бы начать свое выступление, которое будет небольшим, но надеюсь, что тоже внесет свою лепту в общую тему, атмосферу, и надеюсь, что и достижения в этом направлении. Вот смотрите, что написал известнейший поэт российский Федор Тютчев в 1851 году. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет, обретший, ропщет и бунтует, безверием полим и сушен, невыносимое он днес выносит. Вы понимаете, что даже 150, даже 170 лет назад, оказывается, были у наших предшественников такие же проблемы. Люди считали, что мало духовности в жизни, мало веры. Поэтому что я могу сказать в этом вопросе? Что, наверное, не надо предаваться отчаянию, потому что мы же видим, что даже в то время люди, предаваясь отчаянию, давали жизнь культуре, жили духовной жизнью. И мы дошли до наших времен 21 века. Э, Конечно, сейчас особенно важно говорить и о политике, говорить о э, взаимопонимании. Но самые важные вопросы – это духовные вопросы. Да, многие считают, что сейчас духовность пришла в упадок. Наверное, есть в этом доля правды. Но опять, возвращаясь к Тютчеву, мы видим, что и тогда тоже считали, что духовность пришла в упадок. Поэтому, наверное, не так уж сильно нам нужно отчаиваться в этом отношении. Открытый диалог – вот что важно. Чтобы были вот такие площадки. Я приветствую двумя руками, приветствую эту инициативу, эту великую работу, которую делает Международная общественная палата, объединяя людей разных конфессий, разных вероисповеданий. Это огромное дело мирового масштаба. Это важно не только для нескольких стран-участников, но для всего мира. Поверьте, на нас смотрят и на нас будут ориентироваться и другие страны. Инициатива объединения наиболее важна, потому что э, личный пример, личный пример собирания людей духовных, это даст свои определенные плоды и результаты. Я здесь случайно попала на одно исследование, которое проводил Gallup International. Вы знаете такую организацию. Я не склонна особенно верить цифрам, которые они дают, но некоторые их выводы, видимо, независимо от результатов, к которым они пришли, все-таки им пришлось сделать правильные выводы. Вот смотрите, в отношении Болгарии они дают такие странные цифры. А, Нет определенного большинства, которое выступало бы в поддержку религиозного, расового и культурного равенства. То есть вроде бы 45% не согласны, что какая-то религия преобладает, но в то же время 37% считают, что какая-то религия должна преобладать. То же самое в отношении культуры. 45-44%. Хорошо. Но первый факт, не просто голословие, который противоречит этому,
Я уже как-то в своем предыдущем выступлении, на предыдущем форуме упоминала этот факт. Наверное, те, кто слушали, вспомнят его. В центре Софии находится русская церковь святого Николая Чудотворца. Находится мечеть, находится синагога, и все эти храмы соседствуют столетия друг с другом. Никакого противоречия. Люди приходят, молятся, празднуют свои праздники, отмечают. Причем, например, когда у мечети, которая находится в самом сердце Софии, собираются поклонники, и они, вы знаете, по традиции на улице очень много людей, поклоняющихся своему Господу. Никто никогда ни слова плохого не услышал в их адрес, никаких упреков, ни тем более каких-то действий. Так что вот вам ответ на исследование Галлупа. Но я вернусь к их выводу, который они сами, наверное, не хотя сделали. Смотрите, какой вывод. Это на болгарском, сейчас я переведу. В целом, глобальная толерантность к расам, религиозным различиям и культурным различиям является доминирующей нормой. Правда, смотрите, опять вот они используют слово «толерантность», которое в наше время довольно опорочено. Мы раньше говорили «терпимость», а я бы сказала равноправное отношение. Вот это было бы правильное, на мой взгляд. И следующий вывод, который они делают. Где же чувствуется неравенство и нетолерантное отношение, как они считают? Это страны, в которых есть острые внутренние конфликты, внутренние проблемы общества, острая внешняя нестабильность, ожидание интервенции внешней какой-то, оказание внешнего большого влияния, когда страна сама не стойко стоит на своих ногах, и державность нарушена, собственная державность. Ну, мы, собственно, приходим к тому же выводу, что когда все это нарушено, мы видим результаты положения в этих странах, мы видим гонения на священников. Раньше религия всегда была оплотом. А сейчас что получается? Что против священников устраиваются гонения, избиения, меняются церкви, меняется статус церквей. О чем это говорит? Это об этом и говорит, что само государство разрушилось изнутри. Вот это самый главный вывод. Последняя тема, которую мне хотелось бы затронуть, я как, может быть, не знаю, единственная дама, я позднее подключилась, но если будут еще дамы участвовать в обсуждении, я их тоже приветствую. Я хотела бы сказать пару слов о роли женщины. В наше время роль женщины особенно важна. Женщина – хранительница семейного очага. Женщина сохраняет семью. Именно женщина воспитывает детей в любви к семье, в уважении к отцу, в уважении к традициям. И поэтому, когда сейчас во многих странах на Западе говорят о толерантности уже другого вида, ну, извините, это как раз нарушает самые главные основы нормального общества. Вот это нарушение нормальности. Поэтому давайте, женщины, дорогие дамы, будем подключаться активнее к процессу сохранения семьи, веры, достоинства и поддерживать и наших мужчин, и сами активнее участвовать в этих процессах. Спасибо.